Всем привет, с вами Californication. Мы почти закончили игру. Прошлое видео получилось супер длинное. Вот. Нам осталось вернуться. Нам осталось вернуться на восток. Вот. И там будет уже, как говорится, the end. Happy end. Не знаю, happy or not happy. Посмотрим. Вот. Переместиться мы не можем. Фреджил нас перетащить через берег не может. Но мы там понастроили зиплайнов, поэтому я думаю, мы туда быстро переместимся. Я думаю, это видео будет короче. Так. Мы загрузились там, где мы остановились. У нас ни хера с собой нету. Это Хартман. Предупреждаю, в регионах, предрасположенных к образованию нити, значительно повысилась плотность хиралия. Наверняка виноват берег. Это может абсолютно непредсказуемым образом повлиять на твари в нашем мире. Так, это все охуенно, блядь. Твари, не твари, блядь. У нас гранаты есть, блядь. Ботинки у нас есть, блядь. У нас даже экзоскелета нету, чтобы вы понимали. Ну, заебись. У нас даже нету экзоскелета. Йоу. Но есть ББ. Есть ББ. Так. Сколько там чего валяется? Химикаты. Груз какой-то. Груз. Так, мы сможем перескочить вот отсюда сюда. Я думаю, сможем. Да все бесполезно. Билл. Вот мои, кстати, сюда. А вон моя лестница стоит, я здесь шел. Как четко зиплайн это тут вообще стоит, да? Listen to what I say. Keep it in mind. А вот мои следы. Son of mine. Remember when you wait. The advice I gave. I hope it keeps you safe. Вентиль, смотрите, на голове. С вентилем. Этот вентиль дают за то, что вы там вот груз находите, который принадлежит игре Half-Life.
Моя шапка выдра, видали, какая? My Смотрите. arrow is Прикольно. pointed straight, just like guitar. What will I do when you're not around? When you're not around. When you're not around. When you're not around. My arrow is pointed straight, just like guitar. But what will I do when you're not around? When you're not around. When you're not around. Давайте груз подберем. You're not around. До хрена мы, конечно, взять не сможем, потому что у нас экзоскелета нету. Мне интересно, вот мы сейчас доберемся до первого этого самого выживальщика. У нас там появится этот самый изготовление оборудования. По идее должно, да? Туман, северное сияние, бля, что за херня? Что я один могу сделать? Да уж. Ну и ладно. Ну нахер. Пойду на восток. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Спасибо. Блять, вентиль в затылке, это пиздец. Что за хуйня? Так, сейчас. Изготовить снаряжение, конечно. Так, у нас что-то есть лично в хранилище. Ого, у нас есть гранатомет. Так. Ну, нам все это нахуй не нужно, нам экзоскелет, потому что там везде стоят. Я установил. Так, вездеходный нет. Нам вездеходный не нужно. Так, вот руку Сильверхенда мы заберем обратно. Так, вездеходный. Он нам нахуй не нужен, потому что, короче, там везде я построил зиплайны. Мы возьмем лучше скоростной. Мы возьмем скоростной. Возьмем одну винтовочку. Возьмем кровь. 4 пакета. И гранат. Вот эти вот. Их 12 штук. Если у нас ресурсов хватит. Должно хватить. Подтвердить. Так. Подсумок. Так. Создать. Надеть. Сюда. Да. И все.
Ready. Он сразу вперед бежит. Разрешено. Everybody is doing me. And I'm exactly where Мы сейчас быстро долетим. Там камни падают в уровень. Поэтому грохот такой. Сэм, ты меня слышишь? Я изучал досье Клиффорда Унгера и хотел кое-чем поделиться. Вкратце, он был оперативником спецназа США. И ушел в отставку примерно в одно время с выходом смерти. После этого он каким-то образом оказался связан с ранними опытами над ББ. Однако умер до их окончания. Так вот, хотя обстоятельства его смерти не вполне очевидны, я подозреваю, что эти его поля боя как минимум частично поддерживаются его сильными эмоциональными привязанностями. Гнев, обида, раскаяние. Уверен, это все связано с экспериментами с ББ. Это доказывают и его попытки похитить Лу. Похоже, Клиффом движет мания вернуть себе ББ, будто бы это сможет исцелить его. Эта мания оказалась настолько сильной, что он не только сумел выбраться из глубин ада, но и принести с собой его частицу. Одно ясно точно – он не тварь. Нам нужно выяснить все о его смерти и о его связи с экспериментами с ББ. Я продолжу раскапывать и дам знать, если что. Нормально так звонить, когда ты, блядь, летишь, но... А что везде северное сияние на всей Америке еще? Хреня. Видали, как я тут понастроил, да? Сокращаем люто просто через все горловки. Да, можно еще вниз полететь. Я, конечно, задолбался лазить там. По скалам туда надо было залезть. О, ведь это моя тропинка.
Вон мои лестницы стоят. Сэм, ты не поверишь, что я разузнал. Это об экспериментах с ББ, об их истинной цели. Согласно официальным записям, они шли в тайне по приказу президента Стрэнд. Их задачей якобы было создание детекторов твари и предотвращение выплесков пустоты. Любые результаты, которые могли бы пригодиться для хиральной связи или исследований берега, были сугубо второстепенными. Оказалось, что это лишь прикрытие. Правда в том, что ББ должны были стать катализаторами для работы хиральной сети. Именно поэтому они встроены в инфраструктуру городов, абсолютно каждого, который ты вернул в наше лоно. Возможно, что их установила сама Амелия, когда двигалась с первой экспедицией на запад, выполняя план своей матери, принося жертву за жертвой на алтарь прогресса. Президент говорила людям то, что они хотели слышать, а делала то, что считала нужным. Чтобы Америка снова стала единой. Вопрос в том, не погубило ли это ее душу. Хиральная сеть – наше величайшее создание, высочайшее достижение и тягчайший грех. Не знаю, что и думать обо всем этом. Если бы мы больше знали о Клиффе и экспериментах с ББ, то было бы проще судить. Будем на связи. Короче, в принципе, блин, как и в реальности. Политики говорят то, что люди хотят слышать, а делают то, что хотят делать. Вообще не удивил. Вообще в тему. Стоит здесь припаркованный, бесхозный. На нем мы и доедем. Чтобы вы поняли, я вам сейчас покажу, откуда мы вот отсюда долетели вот до сюда. Кайф. 100% кайф. А дождь так и не прекращается, да? Интересно, мулы сейчас будут бегать там под дождем или нет?
Да, бегают. Да похер вообще. Кстати, на первой карте, которая маленькая в самом начале была, где мы бегали, я там тоже построил зиплайн, и там тоже можно будет быстро долететь. Дорога портится, кстати, отремонтировать нужно. И здесь тоже. Привет, Сэм. Вижу, ты на подходе к Озерному. Держись, мы все надеемся, что ты сделаешь дело и вернешься домой. Кстати, мне кое-что удалось выяснить в своем расследовании. Похоже, что Клиффорд Унгер по собственной воле передал своего ребенка ученым, проводившим опыты с ББ. Но он и понятия не имел об их истинных мотивах. Это только мое предположение. Но я думаю, когда Клифф все выяснил, то попытался вернуть ребенка. Но у него ничего не вышло, и ББ остался в программе. Если это правда, то у него были все причины затаить злобу на президента, ведь она позволила этому случиться. Согласен? Пусть президент Стрэнд и мертва, это не значит, что и его ненависть тоже. Я думаю, он направил ее на Бриджес. На тебя, на Амелию и всех, кто близок к директору. И теперь эта ненависть заставляет его стремиться к последнему выходу, который окончательно разрушит наш мир. Зачем иначе Клиффу удерживать Амелию на берегу? Он должен знать, что она ФВ. Нельзя терять время. Ты должен спасти ее и директора. Хотя я все еще не понимаю, как он вообще умудрился попасть на ее берег. Между ними явно есть что-то еще. Ладно, разберемся. Все в процессе. Блин, капец, дождь такой плотный, да? А нет, смотрите, они... Дождь, они ходят там. Да блять. Сэм, на два слова. По поводу директора. У него бы никак не вышло попасть на берег Амелии, если бы между ними не было сильной личной связи, верно? Но знаешь что? Я ничего такого не нашел. В сети должно было остаться хоть что-нибудь, но нет. Тотальная пустота. Все сведения о его жизни до работы в Бриджес удалены. Его имя, его прошлое, все. И теперь он никто. Что навело меня на кое-какие мысли. Что если эта связь была не между директором и Амелией, но между директором и Унгером? И именно эта связь облегчила директору путь на берег Амелии. Если у этих двоих есть общая история, то она могла бы объяснить, зачем Клиффу директор в заложниках. Правда, главный вопрос все равно остается без ответа. Как эти двое вообще попали на берег Амелии? Сэм, это Хартман. У меня для тебя пища для раздумий. Предположение, и не безосновательное, о цели Клиффа. Каким-то образом наши персональные берега с помощью хиральной сети начали срастаться воедино, порождая один огромный шов. Если этот процесс продолжится, есть риск, что твари просто хлынут в наш мир и создадут выход смерти совершенно беспрецедентных масштабов. Однако поля боя Клиффорда Унгера и мой собственный берег существуют в полной изоляции и не затронуты этим феноменом. Они не пересекаются и никогда не пересекались с другими. Но что если существуют берега другого класса, на более высоком уровне, которые и стали катализатором этого процесса? И что если берег Амелии является как раз таким? Может, Клифф и вызвал директора, но я верю, что он хочет заполучить контроль над берегом Амелии, а затем распространить власть на все берега, чтобы вызвать последний выход.
Это единственное объяснение действий Клифа. Потому-то ты и должен его остановить. Если Хартман прав, то дело очень серьезное. Вызвать последний выход с помощью хиральной сети и берега Амелии. Вот зачем она была нужна Хиггсу, так? Если его на это подбил Клифф, все сходится. Благодаря последнему выходу он сумеет отомстить миру, который отнял у него жизнь и ребенка. Останови его, Сэм. Тебе нужно попасть на берег Амелии как можно скорее. Иди и верни ее. Это единственный шанс. Иначе мы все обречены. А вы доехать не даете, пиздите, блядь. Блядь, это нужно вдарить. Сейчас будет это самое. Еще боеприпасов крови, блядь. Когда я узнал, что скоро стану отцом, я испугался. Испугался того, что это значило. Я должен был позаботиться о вас любой ценой. Я просто не мог больше рисковать своей жизнью. Не мог оставить вас одних. Не мог. Я все перепутал. Отцовство меня не испугало. Я стал храбрым. Прости. Что я понял только сейчас. Не повторяй мои ошибки. Будь собой. Будь собой. Капитан, отдайте ребенка. Стреляй, Джон! Стреляй! Я отдала тебе приказ. Стреляй! Теперь понятно. Черный этот в маске, короче, он убил этого Клифа, блядь. Вот этот вот. Так, нас сейчас должно кинуть на этот самый... Туда, на берег этого с Клифом опять драться, блядь.
Вьетнам. Он должен быть где-то здесь. Его цель вон. А что, в нас попали, что ли? Так, пистолет против тварей. Мы все собираем, блядь. Потому что как в прошлый раз там вечно патронов не хватало, блядь. Они почему-то выплевывал их из винтовки. Я хер знает почему. Единственное, я не знаю, где пистолет против твари работает, блядь, против этого клифа. А я должен. Пакет с кровью тоже нужно собирать. У нас есть гранаты.
Дай Хартман. Я под огнем. Открыть огонь. Здесь противник. Открыть огонь. Здесь противник. Я все исправлю. Открыть огонь. А сколько тут интересно бегает? Я под огнем. Здесь противник. Я под огнем. Так, ну, так вот еще одна штурмовая винтовочка лежит, это хорошо. Потому что это уже первая уже почти закончилась. Полторы обоймы осталось. Отступаем. Так, эта винтовка у нас закончилась. А зачем я сюда зашел? Так, это пустая. Выкидываем ее. На подкрепление. Берем следующую. Вперед. Брось. Дай Хартман. Где БП? Брось. Так, еще одна винтовочка. Дай Хартман. Ребята, не подведите. Вернитесь в укрытие. Они сейчас должны съебаться. Вот он съебывает. Нужно подкрепление. Вперед. Огонь.
Где они, блядь? А чё они так атакуют? Нагло, блядь. Так, следующее. Не вижу их. Отступаем! Прячьтесь! Так, скотины. Нужно подкрепление! Пошли. Так, груз. Бронепластина. Так. Вот эту винтовку ее выбрось. Она закончилась. Выгрузить. Вон стоят. На поражение! Я под огнем! Ложи! Блядь, здесь! это быстро опять. Выплюнул. Так. Открыть огонь! Выплюнул. Отступайте к укрытию! А пистолет только очередью не стреляет, да? Только одним зарядом. Нужна помощь! Стреляйте, гада! Блять, их не вижу из-за травы. И, блядь, спецназ ебаный. Жаль, блядь. Бебе, мы выберемся. Обещаю. Отдай моего ребенка. Ты Клиффорд Унгер?
Что? Это ты, отец? Мне сказали, тебя зовут Сэм Портер. Но ты Сэм Бриджес. Мой мост в будущее. Сэм, ты сближаешь людей. Ты их мост в будущее. Давай, Сэм. Вставай. Берите ББ и уходите отсюда. Вашей жене я помочь не могу. Простите. Если она мне приказывает, я должен подчиниться. Обязан. Но вы были моим командиром. И ваша семья не заслужила такой участи. Зачем ты мне помогаешь? Если тебя схватят... Потому что вы спасали мне жизнь, сэр. Не раз и не два. Штабные посылали нас в самое пекло, а вы возвращали нас домой. Вот так вот. Сэм, все хорошо? Я посмотрел записи. Похоже, ты угодил в супер-ячейку. И миг спустя появился по ту сторону нулевой точки. Недалеко от портового узла. А как я попал сюда? Виктора помнишь? Он нашел тебя без сознания у гавани и привез сюда. Мне кажется, Клифф отец Лу. Он сказал, верни мне ББ.
Не может быть. Клифф родился... Это он мне дал. Может, он пытается что-то сказать. Что-то про ББ, может быть. Про то, как их создали. Не думаю, что он пытался навредить нам. Он просто хотел поговорить. Но ты сказал, он удерживает директора в плену на берегу. Да. Видимо, их что-то связывало когда-то в прошлом. Их и Бриджит. Какое совпадение. Хочу кое-что показать. Случайно обнаружил, копаясь в архивах. Это сообщение, которое записал директор, с пометкой «Если я не вернусь». Ладно. Я записываю это на случай, если со мной что-то случится. Это секретное послание. Я надеюсь, меня смотрит кто-то из Бриджеса. Мне пришел подарочек от Амелии. Она предлагает перенести меня на берег. Но путь мне должна указать эта кукла. Это ловушка. Наверняка. Но я решил ей подыграть. Вы ведь все тоже мне подыгрывали. Вы знаете, эта маска скрывает не только мое лицо. Но Амелия тоже чистый лист. Без прошлого. О ней нет никаких записей. Она призрак. И что касается призраков, я с ней никогда не виделся. А вы? Вы видели ее во плоти? Жали ей руку? Касались? Та наша экспедиция была поделена на две группы. Амелия была в первой, мама и Хартман во второй. Они не общались с ней напрямую. Да, отряд Амелии погиб в краевом узле. Все, кроме нее. Все, кто мог подтвердить, что она существует. Чушь. Она жива, я ее касался, и она меня... Ну, я знаю ее только как голограмму. Я тебе говорю, я ее видел. Вживую. Много раз, еще маленьким. Да, но на берегу. Вот что президент сказала про свою дочь. Амелия родилась на берегу. Там осталась ее Ка. Но ее Га перешла в этот мир. Из-за разделения тела и души она почти все детство провела в больницах. Но несмотря на это, ее Doom-показатели били все рекорды. С годами она приноровилась, и ее сверхъестественные таланты расцвели. К тому времени, как ей исполнилось 20, она могла легко перемещаться на берег и обратно. И она начала проводить там все свое время. С ней можно было связаться только посредством голограммы, больше никак. На этом настояла президент. Я принес присягу президенту и Америке. Для меня ее слово было законом. Когда она сказала, что Амелия ее дочь и достойнейший кандидат в ее преемники, я ей поверил. Но после восстановления архивов я решил воспользоваться своим уровнем доступа. И тогда я обнаружил, что у Бриджит в молодости диагностировали рак матки, и она не могла иметь детей. Видите? Не сходится, да? Амелия не может приходиться Бриджит родной дочерью. Так откуда она взялась? Кто она? Существует ли? Как мы можем быть уверены в том, что она фактор вымирания, если мы даже не знаем, есть ли она вообще? Да может, вся теория про ФВ бред собачий?
Но если нет, если она причина выхода смерти, я обязан принять ее приглашение. Я зарядил его гематическими патронами. Кровь Сэма. Она связывает мой пистолет с ней, со мной, с ним, со всеми нами. А это значит, что я смогу взять его с собой на берег. Я остановлю то, что она начала, остановив ее. И последнее признание. Я всего лишь человек. Самый обычный. Ничего особенного. У меня нет дома. Я не возвращенец, как Сэм. Я не знаю, каково это умереть, ни разу не пробовал. Да. Я прошел через ад. Каждое сражение — это ад. Но как бы тяжко мне ни бывало, я выживал. Я только и делаю, что бегу от смерти. Ну, мне пора. Она зовет меня. Бриджес, не подведите. Директор сделал эту запись и прыгнул на берег. Вернее, его призвала туда Амелия. Он угрожал Бриджит пистолетом. Потом явился Клифф и схватил его. Я думал, он хотел разобраться с Амелией. Да, она тоже там была. Это она меня вытащила. Все так очевидно. Как же я раньше не догадался? Это ведь Амелия! Что случилось? Хиральная сеть упала. Локни говорит, скоро она придет в полную негодность. Выходит, что мы зря старались? Дай мне сначала договориться. Я ему скажу. Фрэджайл. Мой видок, тебе нужен отдых. Я знаю. Должна сказать тебе кое-что. Мы с Хиксом немного поболтали на берегу. Его было легко разговорить. Он сказал, зачем предал тебя? Он сказал, таков был ее план. Что? Она была их лидером. Произошедшие теракты, глобальное вымирание. За всем стоит Амелия. Да черта с два. Я знаю, в это трудно поверить. Но это подтверждает слова Дай Хардмана. Хикс предал меня после встречи с Амелией. Сначала он просто хотел расширить свою территорию, и ему нужна была моя сила. Из-за этого он и стал работать со мной. Он был не террорист. Он просто хотел больше влияния. Но тут появилась она со способностями, что мне и не снились. Она даже тварей контролирует. Хикс переметнулся к ней. И тогда она превратила его в агента вымирания. Амелия наделила его силой? Да, сделала его своим дементом. А что Бриджит? Объяснишь мне, что она делала на берегу? И на это у тебя есть ответ? Я понимаю, все это дико. Но Хикс сам сказал, что Амелия – фактор вымирания. Я видела его капсулу. Там не было никакого ББ. Зато вот что там было. Та же кукла, что и у Дай Хардмана. Это их Бридж Бэйби. Есть мнение, что террористы возродили ББ-технологию, а Бриджес ее скопировали. Это чушь. Их методы и ваши абсолютно не похожи. ББ связывает тебя с миром тварей, а их кукла с Амелией и ее берегом. Знаешь, у кого еще были такие куклы? У Клиффа. Они были у него на полях сражений. Клифф, Хикс, директор. Всех троих заманил и подчинил себе фактор вымирания. И кто на самом деле этот фактор? Бриджит или Амелия?
Я знаю только то, что ответы где-то на берегу. Чего она хочет и зачем. Если докопаться до сути, может, мы все же предотвратим последний выход. Сэм, ты должен ее найти. Кем бы она ни была. Она ждет тебя на берегу. Вернись на восток. Вот так новости, да. Сэм, связь нестабильна, так что в 2 словах. Есть работа. Состояние Фреджайл ухудшается. Если она впадет в кому, есть опасность, что ее душа застрянет на берегу. Ей срочно нужны криптобиоты. К счастью, у Fragile Express есть запас в портовом узле. Так что, раз уж ты там, захвати немного. Подробности в терминале наверху. Сэм, это правда очень важно. Так, ну на этом я, наверное, сегодня закончу. Я разобью видео на 3 части, чтобы оно было более коротким видео. И попробую как-то все это нарезать, распилить это видео длинное на 3. Добавлю все отдельно и вставлю, потому что слишком много катсцен, слишком много разговоров, и нельзя, допустим, где-то прийти, сохраниться и закончить видео, потом начать другое. Это будет, потеря как бы полной информации, полного сюжета. Всего доброго. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. Всего доброго. Увидимся в следующей части. Пока.